Капуста в Турции – это моя боль. Можно замутить Павлу какую-нибудь или графские развалины. Возможно. Голландские вафли, они такие тягучие. Так вот могу с закрытыми глазами их найти. Кто меня просил, что вам привезти, я говорила, кашу. Вот так вот. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта. Меня зовут Мария. Судя по тому, как залетели наши видео про магазины, мы решили продолжить эту тему. И начнем наш обзор с шок-маркета. Поехали! Капуста в Турции – это моя боль, потому что я, когда хочу сварить борщ, я покупаю вот такой качан, а потом думаю, что мне делать с оставшейся частью. В основном она у меня сгнивает, и я ее выбрасываю. А вот в Шоке, смотрите, можно найти небольшой качанчик на борщ. Кстати, в Турции вообще не популярно безе, а здесь вот в Шоке продаются такие безешки. Ты любишь безе, Маша? Да. Я обожаю ее, я думаю, что это можно взять. Сколько оно там стоит? Что-то копейки какие-то. Ценника нет, но мне кажется, лишь 40, наверное. Можно замутить Павлу какую-нибудь или графские развалины. Возможно. В Турции очень развито импортозамещение, и практически на любой продукт иностранной марки есть свое собственное производство. К примеру, вот турецкая кола. Аналог турецкой колы, да. Кола турка. Стоит Кстати, по вкусу не литра. сильно отличается. А по цене гораздо дешевле, да? Ну, мы сравним. Кола 40 турка лир, 40. Сейчас посмотрим, сколько литра. настоящая кола стоит. Обожаю вот эти вафли, голландские вафли, они такие тягучие, со сгущеночкой. И вот я их только в Шоке видела. Может быть, где-то еще в Мигросе бывает, но в Шоке всегда на одном и том же месте уже много лет. Вот так вот могу с закрытыми глазами их найти. Здесь также большой ассортимент всяких сухофруктов, орехов. И у этой марки Амиго, кстати, да, они очень вкусные орехи. Можем сравнить цены. 48,5 лир за миндаль, 150 грамм. Поэтому можете сравнить у вас в стране, сколько стоят они. Часто сравнивать продукты в Турции и в России. Вот давайте сахар возьмем. Здесь 5 килограмм сахара стоит 129 лир. А вот пачка вот такого кускового сахара стоит 32 лиры. 32 лиры 75 курушей за килограмм. Вот 750 грамм 37 лир стоит. Ну, 38, 37. Тростниковый сахар 42,50. Маш, ты какие оливки любишь? Зеленые или Я черные? ем только зеленые. Только зеленые. А в Турции вообще их разные виды. Вот есть, вот, например, вот такие даже жареные на гриле. Есть вот такие красноватые. Я видела какого-то такого цвета тоже, они как в крапинку, что ли. Вот. Есть такие начиненные перцем. Причем здесь, кстати, в Шоке вот такая вот продукция, консервы, да, скажем так, очень вкусная. А вот это вот прям натуральные тоже оливки, но они просто чуть-чуть в масле, чтобы не портились. Вот, тоже очень-очень вкусные. Давайте перейдем сюда. Здесь часто не хватает нашим детям найти кашу, овсянку. Я вот для себя нашла вот эту марку, именно вот такого мелкого помола. Тут написано, что ее просто нужно залить молоком, но я ее варю, как мы варим вот овсяную кашу. И туда маслица и очень-очень практически наша овсяная каша. Но можно взять более грубого помола. Кстати, лет 5, может быть, больше назад невозможно было найти овсянку. Вообще, а сейчас да. она на каждом шагу. Это прям, да, я прям заказывала. Кто меня просил, что вам привезти, я говорила, кашу. Ребенку, да, здесь не было. Раньше в Турции я скучала по вот таким вот, как у нас в Казахстане называют, не знаю, может быть, в России тоже, бич-пакеты. Вот, лапша быстрого приготовления. Сейчас ее здесь, в принципе, в каждом магазине она есть. Но стоит, кстати, недешево. Не совсем это бич-пакет. Вот, находка в Шоке. Продается прям протеин, 24 грамма, глутамин, ну что-то такое вот. В общем, для любителей спортивного питания. И сравним цены на молоко. Минимальная цена – это 25,5 лир, 18 лир – это обезжиренное молоко, и есть органическое молоко, это из овсянки, овсяное молоко, 74,90 стоит оно.
Я люблю макароны Барилла. Ты любишь? Всеми известный бренд практически во многих странах. Твердый сорта пшеницы здесь представлены, да? Можете сравнить цены в вашей стране и здесь. Но у нас в Казахстане, вот ты можешь сказать, дороже? или Сейчас не дешевле? вспомню, честно. Мгм. Спагетти номер 5, 33,5 лиры. Кстати, к этим макаронам очень заходит нашим детям, моим детям, нашим детям, вот такой вот соус песто классный, той же марки Барилла. 107 лир. Вот этот соус можно просто ложкой есть, он очень вкусный. До макарон он не доживает обычно у нас. Здесь у нас представлена мука 2 килограмма и цена ее 34,5 лиры. И для тех, кто любит всякие альтернативные виды муки, к примеру, кукурузная, рисовая, здесь они также везде представлены. И есть манка, к которой мы привыкли с детства. Друзья, мы вам часто рассказывали про зимний напиток, который обожают турки, он называется салеп. На самом деле продается обычно порошок, и нужно его потратить на это время, чтобы приготовить. В Шоке вот продается готовый салеп, можете просто его разогреть и присыпать корицей, и напиток готов. В Турции я долго страдала тем, что не могла найти себе какие-то вкусные конфеты. Ну, здесь просто нет. Вот здесь вот так килограммами конфеты не продаются. Ну, может быть, в каких-то лавочках, на базарах. Вот. А вот в магазинах не придешь и не купишь. И вот для меня вот эти конфеты стали хорошей заменой. Они такие, зефирка внутри, и детям очень нравятся. И в офис можно, не стыдно, положить, да, на тарелочку, угостить клиентов. Вот. Есть такие вот обычно, а есть еще с клубничным вкусом. Ну и сравним цены на крупы. К примеру, килограмм риса стоит 37,5 лир, килограмм чечевицы 29,5 лир. И есть даже киноа 500 грамм 105 лир 90 курушей. Вот сейчас просто взгляд упал на соевый соус. Раньше я тоже страдала, не было здесь соевого соуса, я перла его из Казахстана. Вот. А сейчас он практически в каждом магазине. Причем турецкого есть. производства. Да, вот я не замечала. Ну, оливковое масло, давай, Маша, сравним цены, да? Сколько там Оливковое масло 1 литр стоит 235 турецких лир. И подсолнечное масло 1 литр стоит 42,5 лиры. Кстати, на турецком оливковом масле можно готовить. Просто вот у нас масло в основном добавляют в салаты, а турки, вот моя свекровь, они оливковое масло вот прям такими бидонами у них хозяйки запасаются, и у них есть просто именно еда, это как такие закуски и даже просто самостоятельные блюда, которые готовятся на оливковом масле. Вот так и называется зейтиньялы емеки. А, вот, кстати, да, в Шоке всегда брала, в Шоке вот эта вот марка, кокосовое масло, его можно и в еду добавлять, и в какие-то там, если вы сами делаете себе маски, скрабы, в общем, для волос натуральное масло абсолютно, пахнет просто очень-очень вкусно. Мария уже говорила про импортозамещение в Турции. Вот альтернатива памперсам, вот такая вот марка Molfix, проверена на собственном ребенке, отличные памперсы. Так, сколько они у нас стоят? Стоят они у нас 99, 100 лир, 99-90 курушей. Сливочное масло в Турции очень вкусное. Вот лично мне в шоке. Во-первых, оно и по цене недорогое относительно других масел. Вот это МИС, масло марки МИС, именно вот в такой упаковке очень-очень вкусное. И это масло не маргарин, здесь 83%. Не маргарин. Всегда обращайте внимание, да, на процент жирности. Давай покажем, Маша, покажем. Руссалата. Подожди. В Турции, как мы оливье говорим, он называется у них руссалатасы. Вот так вот. Ну и животрепещущая тема – это цена на яйца. К примеру, здесь в Шоке представлен десяток яиц за 46 лир 90 курушей. Крем Арка-Нем для рук, для лица, для тела вообще просто must have, потому что это шикарный крем. И себя можно мазать, и детей можно мазать. Он на натуральной основе, здесь нет практически таких вредных веществ. Турецкое производство. Турецкое производство, да. Всем рекомендую. Друзья, вот эта вот штука, Asperex, такое вот средство, вообще шикарно убирает налет со всей плитки, с любого, там, с металла, с плитки, с любой поверхности. И реально очень крутая вещь. Вот
У нас в Турции, на самом деле, у нас в Мерсине это проблема, потому что у нас минералов много в воде, и вот такой вот налет остается. И вот эта штука, это вообще, я не знаю, все можно. Запачкали там, не знаю, вообще это от жира. Но мы используем, я, например, детям кроссовки очень хорошо удаляет всю грязь с кроссовок просто. Напшикали, подержали 5 минут, вытираете тряпочкой, как новенькие. Вообще универсальная вещь. Еще мне нравится Юмош, это кондиционер для белья, это местный бренд, очень крутой, нет вот таких вот удушающих запахов, такое все более-менее мягкое, натуральное, и реально белье такое становится мягкое более в использовании. Мы сейчас находимся в магазине Мигрос, и часто в магазинах, вот таких сетевых магазинах, можно встретить технику. Причем я сама здесь себе покупала тоже телевизор марки, по-моему, LG, насколько я помню, и очень классный телевизор. И, как правило, такая техника, она здесь со скидками и стоит дешевле, чем в магазинах техники. К примеру, в этом супермаркете здесь цены на яйца дороже. Здесь десятка стоит 66,90 лир. И еще здесь представлено сгущенное молоко. Оно производится в Турции, в Анталии. Здесь даже на русском написано, как вы видите. И стоит такая пачка 350 грамм, 82 лиры, 90 курушей. И наша находка в Мигросе – это селедка. Раньше ее нигде не было. Да, ее невозможно было, во-первых, найти. Это марка Санта Бремор, я думаю, она многим известна там, в странах СНГ. И стоит у нас селедка 139 лир, 90 курушей. Ну, Будем пробовать. Да. Сколько грамм здесь? Сейчас 200 грамм. В Турции нет вкусных сосисек, ну не то, что нет, их мало, вот. Но вот эта марка и марка Банвит, они более-менее приближены к нашим сосискам, и они из курицы. Раньше здесь была представлена только одна марка, производила, которые вареники и пельмени. Сейчас появилась еще одна марка, это производство Германия. Но самое интересное, что написано и на турецком, и на русском. Также есть тесто замороженное, тоже написано на русском языке все. То есть огромный выбор. И вареники с творогом, с картошкой есть, на любой вкус. Пряники, сушки, прям так и написано. Пряники, сушки. Как я вам сказала, магазин Мигрос очень ориентирован на российского покупателя, и я никогда из Мигроса не выхожу с пустыми руками. Вот просто захожу снимать обзор, вот нашла себе вот такие крабовые палочки, будут своим делать крабовый салат. Ну, сейчас к Дню Валентина еще подготовили вот такие вот печеньки, много их, у меня дети любят. В общем, и вот такую намазку на хлеб из креветок. Вот, друзья мои, я надеюсь, вам понравится наше видео. Если вам нравится такой контент, пожалуйста, ставьте лайки, Пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный видеообзор. Всем пока! Всем пока-пока!